Мне очень нравится один человек. Ну что ж, девочка, слава богу, если нравится. Так вот в том-то и дело, что он мне не нравится. Ты же только что сказала, что нравится, вот, действительно. Ну, Катюш, не придирайся. По-моему, я не люблю его. Нет. Но он смутил меня. Я вся другая теперь. Специально к карьере актрисы она себя не готовила, но провела на сцене многие десятки лет. Между театром и кино Нина Веселовская неизменно выбирала театр. Несмотря на то, что почти никто из современных зрителей о ней не помнит, актриса уверена, что жила и работала не зря. Нина Валентиновна появилась на свет в марте 1932 года. Ее отец-строитель по долгу службы вынужден был постоянно переезжать с места на место. Семья повсюду следовала за ним. Мать будущей артистки имела бухгалтерское образование, и на каждой новой стройке ее принимали то счетоводом, то управляющей делами. В момент рождения дочки семейство проживало в одном из сел под Пензой, потом были Тверская область и Урал. Окончив школу, способная к иностранным языкам девочка поступила в Дзержинский педагогический институт, но выучиться не успела. Отца направили в длительную командировку на берега могучего Енисея, и Нина перевелась в вуз Красноярска. Но и там не получилось задержаться надолго. Пришлось спешно перебираться в Томск. Частые переезды негативно сказались на самочувствии девушки. Для поправки здоровья она уехала в Москву и осталась там насовсем. Неожиданно для самой себя Веселовская пришла на прослушивание в школу-студию МХАТ и выдержала конкурс. Нина стала студенткой одного из самых престижных актерских вузов, где сперва ее обучал Георгий Авдеевич Герасимов, а затем Виктор Яковлевич Станицын. В 1959 году обучение в студии подошло к концу. Проблем с дальнейшим трудоустройством юная актриса не испытала. Михаил Михайлович Яншин, в тот момент руководивший драмтеатром имени Станиславского, пригласил ее к себе в труппу. Здесь Нина Валентиновна прослужила неполных 20 лет. Причиной ее ухода стала слишком частая ротация главных режиссеров. Новым местом работы Веселовской стал театр-студия киноактера при киностудии Мосфильм. В перестроечные времена артистка решила, что рациональнее выступать в небольших коллективах антрепризы. Так она сотрудничала с блуждающими звездами, миром искусства и содружеством артистов МХАТа. Театральные роли Веселовской исчисляются десятками. В разные годы на разных подмостках ею были сыграны героини в таких спектаклях, как «Дни Турбиных», «Снежная королева», «Бабий бунт», «Ученик дьявола», «Ночь игуаны» и «Первый день свободы». Лучшей актерской работой позднего периода творчества по праву считается исполнение роли Марии Ермоловой в моноспектакле, посвященном памяти негаснущей звезды Малого театра. Фильмы. Шансов попасть в кино Веселовская никогда не искала, они находили ее сами. В 1957 году Григорий Рошаль пригласил юную второкурсницу на роль Дарьи Булавиной в драматической трилогии «Хождение по мукам». На режиссерский выбор повлияла не столько благородная аристократическая внешность артистки, сколько несомненный драматический талант. Потому что вы меня измучили. Вы вошли в меня как болезнь. Я постоянно ловлю себя на том, что думаю о вас. Это, наконец, выше моих сил. Вы меня не можете даже уважать, это ясно. Так не поступают женщины. Я ничего не хочу и не прошу от вас. Мне нужно было только сказать. Дебют оказался более чем удачным. Поклонники на улицах просили автограф, а режиссеры присылали сценарий для прочтения. Но съемки отнимали у студентки много времени и сил, поэтому на следующий проект Нина согласилась лишь спустя 3 года после выпускных экзаменов в школе-студии. Новая картина называлась «Грешный ангел». В ней актриса сыграла школьную заведующую Людмилу Васильевну Молчанову. Сейчас же переоденешься и пойдешь с девочками на урок кулинарии. Я пойду работать на фрезерном станке. Не фокусничай. Кулинария – важный предмет. Будущая женщина должна все знать о вкусной и здоровой пище. А при коммунизме будут только общественные столовые. Но при коммунизме все равно сохранится семья. А тогда почему вас интересует, чем я буду кормить моего мужа? В 1966-м Веселовская снималась на киностудии имени Довженко.
В военно-приключенческой ленте «Два года над пропастью» о подвиге киевского подполья времен Великой Отечественной войны она исполнила роль оперной примадонны и тайной подпольщицы Акипной. Danke schön. Sehr bitte, gut. Больше я не бельмеса, не понимаю, идите все к черту. А это значит, я ревнует? Идите. О, Раис Фипель очаровательный. Благодарю вас. Прошу. И колоссаль успех. Ох, какой здесь успех. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Для большего погружения в атмосферу сценаристы даже не стали изменять имен действующих лиц. Красавица Раиса Акипная действительно проживала в оккупированном фашистами Киеве и входила в диверсионную группу сопротивления и приняла смерть в застенках гестапо. Во второй половине 60-х Нине Валентиновне доверили изобразить двух совершенно не похожих друг на друга второстепенных героинь. Первая – титулованная дама баронесса Замойская из телефильма «Угрюм река». Какой красивый перстень. А рука... Мне просто страшно. Вы не были у нас на островах? Приезжайте завтра в 7. Утро? Нет, вечера, конечно. Вторая известная революционерка Инесса Арманд из кинокартины «6 июля». Это сделано бесчестно! Это сделано от имени советской власти! Это предательство, подобного которому не знает история, во всяком случае революционная! Это акт вероломства, который могли совершить только азефы революции! Это падение, после которого политические партии не поднимаются! Вас съезда Советов абсолютным большинством! По иронии судьбы, одной из следующих работ стала картина «Угол падения». В ней тоже показан революционный Петроград, но в них персонаж Веселовской, Виктория Федоровна, находится по другую сторону баррикад. Как мы вам завидуем, Ирина Владимировна. У вас есть все: молодость, красота, муж. А мой муж умер. Его не стало минувшей осенью. Ну, лучше не говорить об этом. А мы с мужем разошлись. Порой актриса принимала участие в кино для детей и юношества. В ленте «Найди меня, Леня» по произведению Валентины Асеевой она появилась в образе Марины Владимировны Арсеньевой, мамы главной героини девочки Дины. Мамочка, ты спишь? Мамочка, если кто обещал молчать и не выдавать тайны, он может нарушить молчание? Ты о чем, девочка? О тайне. Ну, если человек дал слово, он должен его крепко держать. И никому. И никому. И тебе. И мне. Если эта тайна не только твоя. 1979 год вновь принес с собой разноплановые роли. В драме Рубена Мурадяна «На исходе лета» артистка некто Веденеева, театральный критик и по совместительству лишенная сострадания и совести невестка престарелого учителя литературы. И все говорят только Веденеева. Только. Самое заметное перо в городе. Видите, чем Веденеева занята? Ну, а вам говорили, что Веденеева может быть беспощадна как критик? Но беспощадность тоже бывает разная. Одна уничтожающая, а другая оставляющая, так сказать, надежды. Ну, хорошо. Но только учтите, что теперь после ваших цветов я буду особенно придирчива. В мелодраме «Стакан воды» она фрейлина при дворе английской королевы. Постепенно картины с участием Веселовской выходили все реже. Например, в 80-е годы их всего 4. Наиболее яркие из них – картина «Алеша», фильм о взаимоотношениях в преподавательском коллективе и военное кино о Корсунь-Шевченковской операции советских войск «Если враг не сдается». Вы встречаетесь со своей студенткой. Ну, якобы тайна. Но ведь тайна это. И вы совершенно правы, Аркадий Николаевич. Давно уже стало секретом Полишинеля. Я не считаю ваше поведение предосудительным. Я считаю его возмутительным. В 90-е годы Нина Валентиновна попала на съемочную площадку единственный раз.
Это был совместный советско-польский детективный триллер «Бабочки». Вновь режиссеры стали приглашать актрису на съемки только с наступлением нового тысячелетия. Начиная с 2004 года зрители увидели Веселовскую в 6 проектах, последний из которых – мелодраматические сериалы «Моя вторая половинка» и «Бульварное кольцо». Личная жизнь. Единственный супруг актрисы – доктор технических наук Геннадий Бобровников. Их счастливый союз сложился в ранней молодости. Муж и жена жили интересами друг друга. Бобровников не пропускал ни одной постановки, где была задействована Веселовская. Актриса, в свою очередь, трепетно относилась к советам второй половинки, ценя беспристрастность Геннадия. 10 лет назад в результате продолжительной болезни мужчина скончался. До последнего его поддержкой и опорой оставалась верная и любящая супруга. Сегодня Нина Валентиновна живет уединенно, так как детей в браке так и не появилось. Современное искусство Веселовскую не вдохновляет. Она предпочитает перечитывать и пересматривать классику. Иногда ей звонят журналисты и просто неравнодушные ценители отечественного кино. Этим телефонным диалогам она всегда рада, ведь они переносят актрису в такое далекое и такое близкое прошлое. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.